Слава, подскажи, есть ли какой-то алгоритм, пройдясь по которому можно снять состояние с человека в свой ЦО? Да, у нас же есть этот самый тренинг по диагностике. Он есть в универсуме, он есть в параллельном проекте про вектора. Ну, там последняя версия там, здесь предыдущая. Ну, там с векторами, а тут без, да? Вот. А так технология это одинаковая. Технология одинаковая. Поэтому бери там кучу практики, бери, пробуй, настраивайся и все такое. Добавлю к этому краткому, исчерпывающему ответу еще несколько нюансов. Значит, во-первых, надо договориться о терминах. И этот главный термин – это тело, потому что оно чувствует. В науке сегодня, на данный момент, основной акцент делается на 5 органов чувств тела. Понюхать, потрогать, полизать, там, посмотреть, послушать и так далее. То есть вот человек прежде всего он ассоциируется с 5 органами чувств. В нашей системе, к сожалению, мы здесь немножко от науки отходим. Почему? Потому что, во-первых, этих чувств с нашей точки зрения не 5, вообще не 5. Их больше, да. Но даже не это главное, да. Даже не это главное. Дело в том, что вот эти 5, ну, они как бы вообще, как сказать, они вторичные, да. То есть с нашей точки зрения самые главные, самые крутые способы чувствовать жизнь через тело, ну, они вообще наукой, как бы по большому счету, не рассматриваются сегодня, к сожалению. А именно, первое, что самое важное, это резонанс. Да, резонанс. То есть, одно дело, я смотрю на человека и вижу, он в зеленой рубашке, и у него такая-то поза. И он говорит такие-то слова, да, то есть там ухо слышит, там глаза смотрят, ну, пахнет от него еще, он бежал только что, вот чувствую, легкое амбре пошло от него, да, вот. Ну, это вообще ни о чем. То есть это как бы к чувствованию жизни имеет очень отдаленное отношение. Самое прикольное это что? Это ощутить состояние его энергии, да? То есть с помощью тех же самых глаз, носа и ушей, да? Не просто увидеть там рубашка, там слова какие-то, пахнет от него, да? А считать его таким образом, чтобы ощутить, как через него поток жизни идет. То есть как он чувствует жизнь. Он напряжен или расслаблен? В каких отношениях он с окружающим миром? Ну, то есть как он себя чувствует в пространстве жизни? То есть выстроить внутри своего тела конфигурацию его энергии, резонанс, да, общность. Общность создается, как будто отпечаток его энергии есть внутри меня. Я не превращаюсь в него. Я не превращаюсь в него. Но я на фоне себя чувствую как бы его, да. То есть я как будто фон, белый лист, а он как будто рисунок на этом листе. Вот что-то в этом роде. То есть я держу ощущение себя как пустого пространства, а его энергию ощущаю внутри себя, как будто я ее съел. Вот это главный способ чувствовать жизнь. Понимаете? Потому что тогда вы можете говорить с человеком на языке его энергии. Не с его словами, не с его запахом, а непосредственно с его энергетическим состоянием, как он себя чувствует. Вот, то есть вы можете, грубо говоря, подносить свое тело к разным людям и считывать их энергетические состояния. Вот это чувствование жизни, с точки зрения нашего проекта, да, потому что тогда вы находитесь не в поле внешних каких-то проявлений, а вы находитесь в поле реально движущих сил, потому что все, что делает человек, это же какая-то сила им движет, правильно? Вот, вот. И есть еще одно ощущение. Это ощущение того, кто живет мной. Это ощущение той силы, это ощущение своего животного, да? То есть это ощущение той силы, которая мной дышит. Это ощущение той силы, которая, по идее, является моим источником. То есть, опираясь на которую я предполагается, что должен взаимодействовать с окружающей жизнью.
Только опираясь на нее, я могу быть расслаблен. Потому что если я ее не чувствую, я не чувствую свое животное, мне приходится напряжениями своими взаимодействовать с жизнью, своими силенками. Ну а тут тогда хроническая усталость, отсутствие энергии, заблокированные эмоции, психосоматика и все такое, да. То есть это, собственно, главная фишка, которую я научился делать, да. Я распробовал, как постепенно переносить, отдавать всю работу своему внутреннему животному. И как только я стал это делать, у меня стало появляться больше как бы свободного внимания, свободного ресурса, свободной энергии, больше расслабленности. Это длительный процесс. Но если ты делаешь, постепенно как бы перекладываешь всю работу жизненную на него, то все ты сам постепенно освобождаешься. Что, оно работает, а я... Мое дело как бы отдыхать, кайфовать. Вот. То есть вот что такое тело с нашей точки зрения. В первом меди будут рассказывать другое. Там будут рассказывать внутренние органы, там органы чувств, да, глаза, уши. Но с нашей точки зрения это вообще все очень вторично и поверхностно. А вот это и есть как бы те уровни, на которых происходит работа. Поэтому, ну, первое, что надо понимать, что такое тело, как оно устроено, и какие у тебя вообще есть ресурсы, да. И уже из этого, то есть одно дело я не знаю этого и смотрю на другого человека. То есть там большинство людей смотрят, как он выглядит, да, слушает, что он говорит. Я до того, как это понимал, еще головой как бы, ну, грубо говоря, помещал его в свою картину мира, в древо смыслов, да, и находил, где он как листик на этом древе находится. То есть какой он отзывает смысл. Ну, а сейчас я могу чувствовать. Сейчас я могу чувствовать. И попытки передать это чувствование есть вот в этих вот тренингах по диагностике. И пока ты этого не знаешь, это вообще никак не попробовать. Ну вот, скажем, если ты сейчас узнал, да, то дальше уже технология чувствования. Ты можешь попробовать, если ты хочешь без тренингов, ну самое простое, что ты можешь взять. Ты можешь взять ролики на ютубе, выключить звук, да, и пытаться ощущать, что чувствует человек, который там на ютубе. Но здесь важно не нахвататься, не наесться чужих эмоций. Вот чтобы этого не происходило, нужно разделить внимание. Наверное, самое сложное в этом это именно разделить внимание, да? То есть чувствовать себя, свое пространство пустым, а внутрь него помещать человека. Потому что иначе, если ты будешь просто сонастраиваться эмоционально, то ты будешь сливаться. Надо-то не сливаться. Надо его поместить внутрь себя. То есть я отдельно, он отдельно. Он внутри меня, да? А когда сливаться, это я чувствую то же самое, что он. Вот этого не надо. Потому что эмоционально сливаться со всеми попало, это, во-первых, не мужское занятие, да? И вообще это и не женское занятие, это вообще неправильное занятие. Вот, оно не полезно. Ну, а во-вторых, еще отдельно, как бы, если взять мужской аспект, то тут оно как бы, ну, оно прям вообще вот не то, что надо делать. Не то, что надо делать. Не полезно всем, мужчинам особенно, скажем так. Поэтому бери вот такое, пробуй. Я думаю, у тебя получится.